Привет, ребята! Итак, сегодня у нас будет видео о том, как жениться на филиппинке, какие документы нам понадобятся, порядок их получения и как все это выглядит и сам процесс. Это будет такая видеоинструкция. И, в принципе, вы можете ее потом сохранить себе, если захотите жениться на филиппинке, либо вы уже собираетесь жениться на филиппинке. Итак, погнали! Итак, вам понадобится загранпаспорт, также вам понадобится свидетельство о рождении, и также вам понадобится свидетельство об отсутствии брака в вашей стране. Свидетельство о рождении и свидетельство об отсутствии брака вам необходимо перевести на английский язык. Дальше есть две ситуации. Первое, вы можете сделать апостиль либо в своей стране, либо если вы находитесь за границей, то можете сделать апостиль удаленно, и вам эти документы пришлют. Либо есть другой вариант, вы просто со своим свидетельством о рождении и с сертификатом, ну или со свидетельством об отсутствии брака приходите в посольство в Маниле, там либо переводите, либо ставите апостиль, либо подтверждение. В моем случае я не ходил ни в какое посольство, я просто сделал апостили, и этого было достаточно. Теперь переходим к тому, какие документы должны быть у филиппинки. У нее должно быть PSA, Filipino Statistics Authority. Это своего рода свидетельство о рождении. Оно практически у всех здесь оно есть, но в случае каких-то проблем надо будет получать его конкретно там, в этой организации. Значит, далее вам понадобится Sinamar. Sinamar – это Certificate of Non-Marriage, то есть свидетельство того, что вы не состоите в браке уже на территории Филиппин. Этот документ идет общий, вам нужно получать его вместе со своей избранницей. То есть либо вы оформляете заявку, вписываете туда все необходимые свои данные и просто регистрируетесь на его получение. Вам понадобится просто копия вашего ID и в принципе все. Также вам будет нужно ID вашей избранницы, то есть филиппинки. В случае, если вы находитесь за границей, вы еще не приехали и вы хотите сделать документы максимально быстро, вы можете сбросить ей либо фотографию в хорошем качестве, либо сделать скан вашего ID, сделать authorization letter, ну то есть это письмо о том, что вы разрешаете ей использовать ваши документы где-то. Это официальное разрешение, ну оно роли не играет, но обычно его просит. Там просто надо расписаться и все. После этого она может принести ваше ID, ну распечатанное, и получить или податься на этот Sinamar. Также она может получить этот Sinamar просто без вас, без вашего участия. Получение Sinamar обычно происходит в PSA. После того, как вы оформили заявку онлайн, либо подали документы вживую, вы ожидаете от 2-3 недель, в зависимости от локации. В среднем это стоит обычно 210 песо, бывает там чуть-чуть ниже, бывает чуть меньше. В основном такая цена всегда усредненная. Последний раз я платил такую цену несколько месяцев назад. Сейчас цены могут немного измениться, но приблизительно рассчитывайте на вот такую вот сумму. Следующий документ, который вам понадобится, это CEDUA. Вы его получаете в Civil Register Center, ну то есть по сути в ЗАГСе. Это что-то аналога нашей прописки или регистрации. То есть вам нужно будет прийти вместе со своей филиппинской избранницей туда. Вы получаете этот документ о том, что вы просто живете где-то в каком-то доме, либо там снимаете, либо в квартире. Никаких доказательств обычно не просят, вы просто говорите, что вы там живете по этому адресу, оформляете этот документ, оплачиваете, получаете и все, готово. Итак, если подводить какой-то, в принципе, итог из документов, которые нам понадобятся, нам нужно будет пройти семинар, его проходят все. Это семейный семинар, вы просто приходите туда, слушаете там час-два и все, как это обычно происходит. Вы приходите, вам назначают какое-то время, либо там вы сами бронируете время. После этого вы приходите на семинар, прослушиваете лекцию о семье, ваших правах, о правах вашей будущей избранницы, как все это происходит и все остальное прочее. И обычно там несколько пар находится. В моем случае я видел, ну там небольшой зал был, и было около 20 человек. Но в связи с тем, что я иностранец, и вы тоже иностранцы, очень часто, когда у них есть отдельные люди, которые проводят всю эту церемонию на английском языке, и вы будете, скорее всего, проходить этот семинар просто отдельно вдвоем. Это длится всего там час-два, вам зададут несколько там простых вопросов, где вы, как познакомились и все остальное прочее. Это делается для того, чтобы понять, что
Никто из вас не заключает этот брак под давлением, потому что на Филиппинах разводов нет, и вас просят лишний раз подтвердить свои намерения в этом. Также вам понадобится заполненная анкета на получение лицензии на заключение брака. Вы можете заполнить ее на веб-сайте, либо прийти в City Hall и потом уже заполнить эту заявку. Также вам понадобится ваш Синомар, так как это общий документ для вас двоих. Естественно, ваш сертификат о том, что вы не состоите в браке из вашей страны, либо с апостилем, либо с печатью из посольства в Маниле. Следующий документ это седуа, то есть это ваша прописка. Естественно, ваш загранпаспорт, несколько его фотокопий, и также нужно обычно 2 удостоверения личности. Вам понадобятся либо ваши водительские права. Если у вас нет водительских прав, подойдет любой документ с вашей фотографией, может быть какая-то ID-карта, переведенная на английский язык. Также свидетельство о рождении вас обоих, и в принципе со всем вот этим вот списком документов вы идете подавать на заключение брака и на получение брачной лицензии. Получение этой брачной лицензии обычно занимает около 10 дней, иногда чуть меньше, иногда чуть больше, в зависимости от города. Ну, в основном это такой средний показатель, ориентируйтесь приблизительно на 2 недели. После его получения вы уже можете искать просто или подходящую дату для вашей свадьбы. Вы идете либо в церковь, либо в какую-то другую организацию, договариваетесь с каким-либо пастором, который будет священником на вашей свадьбе. Также в ЗАГСе вы можете забронировать на то, чтобы мэр какого-то города лично вас расписал. Поэтому у вас есть выбор, либо вас расписывает мэр, либо какой-то другой работник, либо вас расписывает пастор. В случае, если вы хотите какое-то бракосочетание в церкви, это нужно идти уже в церковь и непосредственно там разговаривать, какие документы как бы им нужны и что они хотят, какие есть там свободные даты и все остальное. Если просто обычная свадьба, либо какой-то приглашенный пастор в другом месте, в отеле или там где угодно, или в каком-то комплексе, в котором будет проходить ваша свадьба, то это уже намного проще. В случае с мэром какого-то города иногда это занимает время, несколько недель, потому что, ну, помимо этого у нее есть некоторые дела, и это может затянуться чуть дольше. Но в среднем, если вы начали подготавливать документы заранее, процесс займет около 2-3 месяцев. В случае, если никаких документов у вас там еще нету, и вам нужно все получать, все может затянуться на 4, 5, иногда 6 месяцев. Есть случаи, когда люди женились за месяц, но я пока такой один только случай слышал, и то я слабо представляю, как можно было это все сделать и успеть. В моем случае я успел жениться через практически 2 месяца после прилета, подготовив документы заранее. Также есть один совет, это сделайте несколько ксерокопий вашего паспорта и также сделайте несколько ксерокопий вашего ID. Это, возможно, вам очень пригодится, потому что иногда где-то что-то может потеряться, где-то чего-то не хватает, где-то там что-то еще. Также сделайте на всякий случай ксерокопию вашего штампа о прилете, просто чтобы он у вас был уже в наличии. Если вам понравилось видео, просьба подписаться на канал, поставьте лайк. Я затратил довольно большое количество времени для того, чтобы составить вам подробный план и инструкцию для того, чтобы вы знали, какие документы нужны и как вы можете жениться на Филиппинах. Увидимся с вами в новых видео, и скоро будет очень большое количество контента, поэтому ждите. Пока.